Несомненно, каждый мужчина, идя на свидание с женщиной, хочет понравиться. Чтобы завязались отношения, девушка любила, ценила, была заботлива и верна. Хотеть-то он хочет, но скорее наоборот делает все, чтобы этого не произошло. После встречи ты с облегчением выдыхаешь, вытираешь пот со лба с мыслью: ну, наконец-то отмучился. Но что получаешь в ответ? Ты, конечно, хороший, но не пробежала искра, не зацепил. Но ты обязательно встретишь свою судьбу. Знакомая история? Я думаю, каждый через это проходил. Для меня все изменилось несколько лет назад, когда я открыл для себя невероятный, простой принцип, применение которого разделило мою жизнь на до и после. Вдруг знакомиться стало легко и просто. Все то волнение, стресс, мандраж, который я испытывал, идя на свидание, они полностью ушли. А женщины вдруг сами стали часто писать и предлагать увидеться снова. Я сначала удивился столь ярким, но приятным изменениям, но потом задумался, и мне все стало понятно. И сейчас я хочу поделиться этим невероятным открытием с вами. Приведу конкретные примеры и фразы. Ну, все как вы любите. Поэтому удели 10 минут, и от девушек отбоя не будет. Но прежде всего, давай с тобой зададимся очень важным первостепенным вопросом. А почему же все-таки женщина сливается? Не выходит больше на связь, пропадает после свидания или стремительно теряет интерес и не хочет больше видеться? А потому что ей дискомфортно, так как бессознательно она ощущает твой внутренний стресс и вот это волнение, которое ты испытываешь. Ты можешь спросить: ну да, конечно, мандраж есть. Но откуда же этот треклятый стресс берется и как с ним бороться по итогу, раз он все портит? В чем вообще причина? А причина, друзья, вот в этом товарище. Вот в этой маске, которую мы надеваем, идя на свидание. Мы надеваем ее, чтобы скрыть свои недостатки, наделить себя атрибутами какого-то важного образа, который мы себе выбрали. На эту маску мы возлагаем миссию влюбить женщину. Но что мы не учитываем? Что играть несоответствующую тебе роль – это всегда стресс. Да? Да. Ну, а ассоциация со стрессом какая? Негатив. И закономерная реакция на этот негатив – избегать, уйти, не контактировать с человеком, который его дает. Мужчины постоянно одевают маски, пытаясь заменить искренность на соответствие придуманных или навязанных кем-то стандартам привлекательности. Кто-то одевает маску успешного бизнесмена, серьезного, солидного мужчины. Будут деньги, будут и женщины. Вопрос цены. Я думаю, под каждым моим видео обязательно найдется подобный комментарий. И, разумеется, прочитав его, мужчина молниеносно бежит в ближайший банк за кредитом на поддержанный 20-летний Land Cruiser или другое, ну типа статусное или премиальное авто. Фотошопит свои фотографии для сайта знакомств, где он с важным видом, в белой рубашечке, с макбуком позирует в арендованной на 2 часа квартире Москва-Сити. Ну а на свидании с женщиной выдает заготовку, что: слушай, с бизнесом сейчас дела идут не очень, поэтому дорогое блюдо не заказывай. А вообще, давай счет поделим пополам. 50 на 50. Другой одевает маску галантного кавалера. Ну, настоящего, достойного мужчины, как сейчас принято называть. Да, вот он, настоящий достойный мужчина. Что он делает? Ухаживает, добивается. Прям с самого старта пытается создать для девушки сказку. Рестораны, большие плюшевые мишки, подарки, романтики со свечками. Ну, все как полагается настоящему мужчине. Не понимая того, что даже если что-то и получится, что ждет его дальше? А дальше ждет неминуемый крах отношений. Так как не стоит забывать такое правило, что женщина никогда не согласится на меньше, чем ты уже дал. К тому, что ты давал, она привыкает, а после обесценивает. А аппетиты-то растут день за днем, год за годом, и ставки нужно повышать. А через несколько лет, когда ты расслабишься и перестанешь радовать роднулю, или будешь вкладываться на том же уровне, что и раньше, она превратит все эти твои старания в повод для претензий и слова, что ты не тот, что был раньше. Ты не тот, кого я полюбила, и поэтому я ухожу. Мы перестали быть искренними.
Мы пытаемся замаскировать свои недостатки и качества, которые нам не нравятся в себе, в раздутый пафосом образ, который якобы сделает нас лучше, привлекательнее, позволит нам понравиться девушке, заинтересовать ее, влюбить. Но здесь мы не учитываем один важный нюанс, что страх неудачно сыграть свою роль и выдать себя за кого-то другого делает тебя самого же заложником своих неудач в знакомствах и, соответственно, будущих неудач в отношениях, если они вдруг волшебным образом у тебя появятся. Все это делает тебя скованным по рукам и ногам своим притворством, делает тебя узником своего раздутого величия. Представь, что есть два соперника, и между ними сейчас произойдет поединок. Первый владеет боевыми искусствами, а второй решил схалявить и взял просто палку или биту, в общем, какой-то предмет, который наделит его большей силой. Ну, как будто бы. Он так думает. А теперь внимание, вопрос. Кто имеет больше шансов проиграть? Второй, конечно. Тот, что с предметом. Почему? А потому что вся его энергия, все его мысли, а значит и движения, сфокусированы на этой палке. Все его движения скованы тем, что он держит в своих руках. Он возлагает на этот предмет свои надежды, делает ставку на него. А первый, который обладает боевыми искусствами, его движения ничем не скованы. Его разум ничем не обременен. При должной сноровке, скорости и достаточной тренированности он легко увернется и применит эффективный контрприем или захват, пока тот по инерции пошатнулся от промаха. Также и с женщиной, занимаясь имитацией, безупречно сыграть свою роль невозможно. Ошибки обязательно будут. И она их заметит, даже не сомневайся. Почему? А потому что ношение вот этой маски, оно ведь вызывает постоянный дискомфорт. Не только у женщин, это понятно. Но в первую очередь у тебя самого. Ты думаешь, она тебе помогает, но одновременно с этим она создает у тебя ощущение того, что ты настоящий, тот, кто ты есть. Ты априори недостоин. Недостоин быть честным, искренним, открытым. Ощущение того, что ты какой-то неполноценный. Чтобы понравиться какой-то девушке, тебе необходим бонус. Все это приводит к тому, что при общении у тебя нет нужного настроя. Нет органичности в твоих словах, действиях. И женщина бессознательно это ощущает, чувствует. Вот это нависшее напряжение между вами, энергию негатива. Именно это является причиной, что ты не можешь понравиться ей. Не говоря уж о том, чтобы вызвать настоящее реальное чувство влюбленности. Желание снова с тобой увидеться. Ведь подсознание ей говорит: слушай, здесь какой-то подвох и обман. Он явно что-то затевает. Мне пытаются что-то втюхать. Подсунуть товар, который на самом-то деле спросом не пользуется. Ну, это как поддельный китайский iPhone за 5000 рублей, который только прикидывается настоящим. Издалека ты смотришь, вроде нормально, вроде похож. Но, взяв в руки, сразу понимаешь, что не стоило на него тратить свое драгоценное время. Как и девушка понимает, что не стоило тратить свое драгоценное время на встречу с тобой. По сути, ты сам из раза в раз своими руками отталкиваешь ее от себя. А параллельно с этим ограничиваешь себя в возможностях, сужаешь диапазон своих действий и реакций до минимума. Что я имею в виду? Ну, например, ты не можешь банально быть искренним на свидании. Это важно. Пытаясь произвести впечатление, ты априори обманываешь женщину. Демонстрируешь ей то, что дать в будущем не способен. Да и в принципе часто и не планируешь вовсе. Что еще? В твоей голове нет опции прекратить общение или уйти со свидания, если девушка начала непозволительно вдруг себя вести. Грубить, хамить. У тебя нет этого простора для маневра. Ты 100% будешь это хавать, терпеть. Так как твоя цель ложная. Цель произвести эффект, пустить пыль в глаза, а не, например, выбрать хорошую и подходящую. Надо сказать, что у многих мужчин цели вообще нет. А если нет цели или есть страх потерять общение с конкретной девушкой или завершить его самому, про эффективное взаимодействие или построение каких-либо отношений вообще можно забыть. Что еще? Ты не можешь получить удовольствие от обычного человеческого общения. Тебя постоянно поедают эти мысли. А вдруг откажет? А вдруг прямо в глаза мне скажет, что я недостоин ее? Что со мной что-то не так? Что если вдруг завяжутся даже какие-то отношения, она меня разлюбит, поймает на лжи
Вот этот страх боли, который ты испытаешь, он тебя парализует, обездвиживает. Пониженная самооценка? Нет, не всегда. Это в тебе говорит боль твоего раздутого, вот этого ложного величия от того, что маска, которую ты надел, просто не сработала. Но что самое главное, ты не можешь дать женщине самой в тебя влюбиться. У тебя нет возможности дать ей сделать необходимые шаги, необходимые вложения для того, чтобы тебя завоевать. Она ведь в этом нуждается. Она этого жаждет, хочет. Она хочет быть голодной до эмоций, предвкушать их. Хочет облизываться на тебя, как на калорийный пирог во время похудения. Итак, переходим к самому интересному. Что же нам со всем этим делать? Как нравится женщинам легко? Как не испытывать стресс, убрать волнение и заиметь колоссальную эффективность в знакомствах? Я думаю, красноречивее будет объяснить это на своем собственном примере. Как у меня это получилось. Однажды в юности я был на очередном свидании, и впервые за долгое время на встречу пришла девушка, которая не зацепила. Так сказать, не мой типаж. Или фотографии были не очень похожи с теми, что она выкладывала на сайте знакомств. Не суть важно. Но поскольку раз уж я пришел, решил немного пообщаться, скоротать время. Как ты понимаешь, стресса я не испытывал. Почему? Потому что цели понравиться у меня не было. Это логично. Я не задумывался, что сказать, как сказать. Если была пауза, значит, шли молча. Меня это не парило. И вот, значит, думаю, время подходит, потихонечку надо сливать. И я как-то интуитивно начал говорить не то, что девушка хотела услышать, а наоборот. Мне как-то так показалось, что если я намеренно буду идти от обратного, это ее оттолкнет. То есть вместо того, чтобы обозначать достоинство, буду указывать недостатки. Обычно же как мужчины делают? Одевают вот эту масочку и начинают приукрашать, рассказывать о своих преимуществах, достоинствах, часто не имеющих ничего общего с реальностью. А я наоборот. То есть девушка говорит, а мне нравятся парни романтичные, которые дарят цветы, устраивают романтики в годовщину. А я говорю, слушай, это, конечно, все здорово, но, если честно, я вообще не такой. Цветы, слушай, от меня их не дождешься. На 8 марта, на день рождения. Такой я человек. Дальше она говорит, для меня важно, чтобы в отношениях мы с моим мужчиной принимали решения вместе. А я, снова мимо. Во-первых, я так воспитан, что последнее слово всегда за мной. Но, во-вторых, спорить со мной, переубеждать в обратном – это бесполезно. Поэтому на твоем месте я бы 1000 раз подумал, начинать ли со мной отношения. И это действительно так. Я был искренен в этот момент. Я не врал ни девушке, ни себе. И это ключевая мысль, ключевой нюанс, который делает этот метод эффективным. Хотя, я повторюсь, я бы не использовал это как метод, как некий секретный прием или манипуляцию. Нет, нужно быть прежде всего честным по отношению к самому себе. Именно это будет залогом успеха. Именно это даст тебе нужное внутреннее состояние, которое женщина считает. И что по итогу? В этот же вечер приходит от нее смс-ка «Я готова тебя исправлять». И смайлик. Понятно, что это в формате флирта. И слово «исправлять» можно заменить на слово «подстроиться», так как никакая женщина сразу сдавать свои позиции не будет. Но смысл понятен. Это определенно ее зацепило. То есть, что я сделал? Я снял маску. Просто взял ее, положил рядом. Я был честен с собой прежде всего. А следовательно, все, что я говорил, звучало искренне. Мне было легко. Не было между нами этого гнетущего напряжения. Негатива, который отталкивает. И в дальнейшем на свиданиях у меня появилась эта возможность, эта опция быть искренним. Не бояться говорить о своих недостатках открыто. Доходило даже до смешного. Я начал замечать, что буквально отговариваю очередную девушку от следующего свидания или от отношений со мной. И это вызывало обратную реакцию. Мы изголодались по искреннему общению. И женщина не исключение. Выработав этот навык, у тебя появится множество других опций. Такие как обострять ситуацию в нужный момент, чтобы дать девушке необходимых эмоций, заинтересовать, создать интригу. Действовать соразмерно ее поведению. Если она непозволительно себя ведет, хамит, значит, ты без проблем можешь ее отсеять, она нам не подходит. У тебя полностью уберется этот страх отказа.
страх потенциальной боли, которую ты мог бы испытать. Он полностью исчезнет, так как если девушка сливается, не вызванивается, пропадает, значит, это с ней что-то не так. Она просто упустила возможность стать счастливой. А главное, придерживаясь этого принципа, ты даешь женщине возможность самой добиваться отношений с тобой. Завоевывать тебя, так как у тебя нет цели этого делать самому. Ты снял эту маску, а на свидание идешь, чтобы приятно провести время, понять, подходит ли тебе эта девушка или нет, присмотреться, отсеять неподходящих. А бонусом ты, абсолютно не напрягаясь, сможешь давать женщине эту необходимую дозу эмоций, интриги, голода. Ведь она не хочет быть сытой, она хочет быть всегда голодной. Понятно, что одной искренности, конечно же, мало. И нужна правильная упаковка твоего общения. Где-то мы даем формат флирта, где-то организуем элемент игры или стебемся. Но в этом поможет тебе практика и опыт. Поэтому в следующий раз, когда ты пойдешь на свидание с девушкой, задай себе вопрос. А какая у тебя цель? Чего ты хочешь? Чтобы она влюбилась в твой вымышленный, выдуманный, стерильный, раздутый образ, который ты с таким трудом на самом-то деле будешь пытаться создавать. А потом еще и разгребать последствия снятия этой маски. Или чтобы она влюбилась в настоящего тебя. Да, с недостатками, да, с минусами, да, со своим мнением. Но честного, уверенного в себе, уверенного в своем выборе и в вашем будущем.